Грузии, привет из Тбилиси. У нас, как и во всем мире, паника по поводу коронавируса. У нас даже комендантский час. Никто не может выйти. Там штраф 3000 лари, это где-то 1000 баксов. Есть даже города, в которых объявлен карантин, закрытые зоны. Это значит, что оттуда даже не могут выйти люди. Ты можешь войти, но выйти оттуда не сможешь. У нас пока еще 3 погибших, поэтому, если взять, к примеру, другие страны, пока еще у нас все нормально. Но говорят, что пик будет где-то через 2 недели, через неделю. Очень жутко смотреть на это, как там, где было очень много народа, там, где гуляли все, была музыка, туристы. Сейчас никого нету. Если ты захочешь с одной точки дойти до второй, нет ни маршрутки, ни метро, не работает ни автобус. Ты должен поймать такси, и максимум такси могут сесть 2 человека, и сзади эти два. Если сядут 3, то уже штраф по каждому. Когда у нас все это началось, где-то 5 дней была паника. Никто ничего не знал. Они думали, там были переговоры, кто-то говорил, что там будет риск. Нас смотрели, что все знали, что, например, в Америке была рекомендация выдачи от 12 дней до 24 или до месяца, по-моему. Когда говорили о рисках, они боялись того, что будет случиться передозировка. Много таких случаев будут. Но, к счастью, такого не было. Можно сказать, что коронавирус дал понять всем, что выдачи на руки медикаментов не такая уж катастрофа, как они думали. Люди даже в частных программах было такое, что приходили и говорили, что мне лучше приходить каждый день. Я не уверен, что смогу контролировать дозы, если я, например, возьму на все 5 дней, и после 3 дней у меня кончится, я останусь без медикаментов. Насчет полиции, если смотреть новости, то про наркотики вообще нигде ничего не говорили. Я пока еще не знаю фактов, что кто-нибудь или продавал наркотики, или там проверяли, и у него оказалось наркотики, или в машине, или... Таких случаев не было. Это дает мне надежду, что после того, как закончится карантин, вот эту выдачу на руки на 5 дней государство все-таки оставит, и людям не придется каждый божий день сходить в программу и принимать там свое лекарство. К счастью, этот вирус дал возможность, чтобы еще раз доказать, что можно начать с того, что выдавать только на 5 дней. Потом можно еще расширить эти 5 дней до 12 дней, как в других странах. Главная фишка в том, что вот это время, сколько уже, 15 дней, да, или 20 дней, что выдают на руки, ни одного случая не было или продажи наркотиков, или передозировки, которые
кончилось бы летально. Мои друзья, которые не употребляли наркотики, ну, в смысле, тяжелые, опиаты, и гуляли в клубах, например, принимали ЛСД, экстази и другие наркотики, они остались, у них проблема, потому что они не могут достать ни ЛСД, ни МДМА. Я и мои друзья, которых я знаю, для них все лавки закрыты. Ну, о чем речь? Не то, что там у нас комендантский час. Там и все магазины закрыты, все рестораны закрыты. Самое плохое то, что вот говорят людям, сидите дома, но если ты не работаешь, как деньги достать, как продукты достать? Если будет продолжаться, если оставят вот этот комендантский час и так будет продолжаться, то уже я не знаю, какой там, как люди смогут просто. Хочу пожелать здоровья всем и хочу пожелать, чтобы мы а, берегли друг друга. Берегли друг друга, это значит, что мы оставайтесь все-таки дома, пусть как-нибудь мы лето поможет, по-моему, нам, и все закончится, и мы, и вот этот, как я сказал, этот вирус даст нам и, возможность сменить образ, сменить наркополитику Грузии, и наконец-то власти поймут, что можно нам доверять и давать по-человечески препарат, который нам нужен, которым мы так нуждаемся, для того, чтобы просто делать свои дела, для того, чтобы просто жить.